В очередном разделе нашего цикла, посвященного эволюции людей и развитию человеческого общества, речь пойдет о наших ближайших родственниках – позднем гейдельбергском человеке, неандертальцах и денисовцах. Мы рассмотрим родственные связи между этими видами и современными людьми. Также вы узнаете об особенностях их общества, истории открытия и взаимного существования на разных этапах развития. Если до этого мы говорили о гейдельбергском человеке как об одном из подвидов человека прямоходящего, то поздних представителей этой разновидности древних людей вполне можно рассматривать в качестве отдельного вида. В принципе, именно так и считают многие ученые. На закате своего существования это был очень развитый и продвинутый человек. Обитал он в Европе и Африке в период от 800 до 130 тысяч лет назад. Объем его головного мозга составлял до 1400 кубических сантиметров. Гейдельбергский человек обладал достаточно высоким ростом. В среднем взрослый мужчина мог вырасти до 175 сантиметров. Также он обладал крепко сложенным телом. Особенно у более поздних представителей вида была выражена адаптация к холодному климату. Кроме челюсти, найденной в 1907 году и описанной профессором Гейдельбергского университета Шоттензаком, наиболее важными для изучения этого вида людей являются находки, сделанные в следующих местах. Штайнхайм ан ден Мур. В окрестностях этого немецкого городка в 1933 году был найден череп возрастом около 350 тысяч лет, принадлежавший гейдельбергскому человеку, но при этом по своим параметрам не выходящий за пределы нормальных для современного человека размеров. Правда, объем мозга этого индивида не превышал 1100 кубических сантиметров. Грот Араго во Франции. В 1971 году здесь нашли фрагменты черепов и костей возрастом 450 тысяч лет. Один из черепов с внутренним объемом около 1200 кубических сантиметров очень хорошо сохранился. По нему был восстановлен внешний облик гейдельбергского человека. Пещера Петралона в Греции. Знаменита находкой, сделанной в 1960 году. Найденный местными жителями череп возрастом не ранее, чем 277 тысяч лет назад, оказался похож на череп так называемого родезийского человека, жившего в Африке в то же время и являвшегося местной формой человека гейдельбергского. Сима де лос Уэсос. В колодце, расположенном в глубине этой испанской пещеры, были найдены останки 29 человек, возрастом около 430 тысяч лет. Генетический анализ показал их родство как с неандертальцами, так и с денисовцами. Все они были кем-то сброшены в эту яму по неизвестным причинам. Изучение травм этих людей показало, что все они получены либо при падении в колодец,
либо уже после смерти в результате движения породы. Но на одном скелете были обнаружены 2 следа от характерных ударов острым предметом, один из которых пробил череп. На данный момент это самое древнее предумышленное убийство в мире. При этом сама находка является самым древним из известных умышленных захоронений. Бадо, Эфиопия. На берегу этой африканской реки в 1976 году был найден череп мужчины с предполагаемым объемом мозга 1250 кубических сантиметров. После его описания некоторые исследователи предложили назвать его Homo badaensis и причислить к этому новому виду всех остальных людей, относящихся к человеку родезийскому, а заодно и к гильдейбергскому человеку. Но на данный момент нашим предком все же считается последний. Неандерталец или человек неандертальский появился примерно 500 тысяч лет назад. По крайней мере, именно такой возраст, по оценкам ученых, имеют останки самых ранних и наиболее примитивных представителей этого вида людей. В своем классическом виде неандертальцы сформировались примерно 130-150 тысяч лет назад. Окончательно исчезли они около 40 тысяч лет назад, с появлением в Европе людей современного типа – кроманьонцев. Не выдержавшие конкуренции палеантропы, именно так их часто называли в ранних советских исследованиях, были частично уничтожены, а частично ассимилированы сапиенсами. Уничтожение неандертальцев происходило не только в прямых вооруженных столкновениях. Скорее всего, большая часть просто была вынуждена откочевать с пригодных для жизни мест под натиском более продвинутого и многочисленного соперника. Малая часть неандертальцев, возможно, была растворена в обществе кроманьонцев. Доказано, что 2 этих вида людей могли иметь общее потомство. И примерно 2% генов современных жителей Европы и Азии переданы нам нашими неандертальскими предками. У представителей негроидной расы этот параметр составляет не более чем 0,5%. Среди ученых даже есть те, кто считает неандертальцев подвидом Homo sapiens. Правда, глядя на их внешность, поверить в такое утверждение достаточно сложно. Как известно, неандертальцы были ниже ростом и значительно шире в плечах, чем кроманьонцы. Средний рост взрослого палеантропа составлял чуть более 160 сантиметров. Они обладали мощными надбровными дугами и широким носом. А вот подбородочный выступ у них практически отсутствовал. Примечательно, что по объему головного мозга неандертальцы превосходили современных людей. Судя по размерам найденных черепов, он составлял от 1400 до 1740 кубических сантиметров. В отличие от только покинувших Африку кроманьонцев, кожа неандертальцев была светлой. Поэтому бледная кожа, светлые волосы и голубые глаза достались современным людям именно от этих более древних обитателей Европы.
Также следы неандертальцев присутствуют на территории Средней Азии. Но, несмотря на это, можно точно утверждать, что неандертальцы не являются нашими прямыми предками, как это считалось ранее. Они произошли или от гейдельбергского человека, или от неизвестного промежуточного звена, пока именуемого учеными человеком-предшественником. В любом случае, человек гейдельбергский мигрировал из Африки не меньше, чем 800 тысяч лет назад. Это значит, что эволюционные ветви неандертальцев и кроманьонцев развивались на разных континентах, независимо друг от друга, в течение почти миллиона лет. Метисация между ними могла происходить после начала переселения кроманьонцев из Африки на Ближний Восток, а затем в Европу и Азию. То есть смешаться эти виды людей могли только в период от 135 до 35 тысяч лет назад. Хотя возможно, что признаки, присущие неандертальцам, были закодированы еще в геноме нашего с ними общего предка. История изучения, быт и социальная структура, а также возможные причины их исчезновения более подробно рассмотрены в наших более ранних выпусках. Напомним, что это были достаточно развитые люди, освоившие уникальные технологии, умевшие пользоваться огнем, обладавшие зачатками религии, культуры и медицины, продвинутым для того времени обществом и своим языком. Они первыми начали использовать одежду, изготавливать украшения, рисовать и даже, возможно, придумали музыкальные инструменты. Несмотря на то, что именно неандертальцы сварили первую в мире кашу, питались они практически одним только мясом. Охотились неандертальцы на, в основном, крупных копытных, а в голодное время не брезговали и своими соплеменниками. Скорее всего, такая однообразная диета и стала одной из причин их вымирания. Наши предки просто согнали конкурентов с более богатых добычей мест, обрекая неандертальцев на голодную смерть. До недавнего времени считалось, что в тот период борьба за главенство над всей планетой велась исключительно между двумя видами людей. Но в 2012 году научное сообщество было потрясено неожиданным открытием. В Денисовой пещере на Алтае обнаружились следы еще одного нашего родственника. По названию пещеры этот вид людей был назван человеком денисовским или просто денисовцем. Эта пещера была объектом научных исследований в течение долгого времени. В ходе раскопок в ней было обнаружено 22 культурных слоя, связанных с деятельностью человека от времен Палеолита до Средних веков. Видимо, пещера служила в качестве убежища или объекта другого назначения. И первобытным людям, и представителям скифской и гунно-сарматской эпох, и исторически более близким к нам обитателям региона. В основном в Денисовой пещере ученые обнаружили останки людей и животных. В 11 слое раскопок, возраст которого составляет около 50 тысяч лет, еще в 80-е годы прошлого столетия были обнаружены 3 коренных зуба и фаланга мизинца человека.
Также в этом слое обнаружились женские украшения, керамика и костяные инструменты. Эти, казалось бы, незначительные находки, поначалу отнесенные к неандертальцам, сделали пещеру знаменитой на весь мир и перевернули представление об эволюции человека. Расшифровка ДНК этих костей, проведенная почти через 30 лет после обнаружения, показала, что они принадлежат ранее неизвестному виду человека. Позже этот факт был подтвержден и другими находками в разных частях мира. Генетически денисовский человек оказался очень близок как к неандертальцам, так и к современным людям. Считается, что от общего с неандертальцами предка денисовцы отделились около 640 тысяч лет назад и даже могли иметь с ними общее потомство. Проживали эти новые люди только в Азии в период с 200 до 75 тысяч лет назад. Считается, что из современных жителей Земли наиболее близки к ним австралийские аборигены и жители островов Меланезии. Их гены совпадают с геномом денисовцев примерно на 5%. Денисовский человек проживал в Азиатско-Тихоокеанском регионе одновременно с неандертальцами и первыми дошедшими сюда кроманьонцами. Расшифровка этого генома показала, что в нем отсутствуют некоторые гены, которые есть у нас и у неандертальцев. Также это исследование показало, что денисовцы обладали смуглой кожей и карими глазами. Также считается, что их череп был шире, чем у кроманьонцев и даже неандертальцев. При этом зубы денисовца были больше, чем у других его современников, что является архаичной чертой. Геном современного человека отличается от генома денисовца сильнее, чем от генома неандертальца. Это говорит о том, что эволюционно они отделились от общей для всех трех видов ветви развития значительно раньше остальных. Имеющихся в распоряжении ученых данных недостаточно для описания быта, структуры общества и представлений денисовцев о своем месте в этом мире. По большому счету, сейчас мы располагаем только данными генетической экспертизы скромных находок, сделанных на Алтае. Возможно, позже будут опубликованы новые данные обо всех трех описанных в этом ролике видах людей. Ну а пока наш цикл продолжится историей появления и развития уже людей современного типа. Далее вы узнаете, что же помогло сапиенсам стать доминирующим видом на планете, как изменялось и развивалось наше общество от каменного века до наших дней. Создатели канала «Эпоха динозавров», как всегда в конце выпуска, благодарят зрителей, досмотревших его до конца. Поближе познакомиться с этими и другими видами древних людей можно из наших предыдущих роликов. Также из них вы сможете узнать о происхождении и развитии других видов живых существ, в разное время обитавших на нашей планете.